Готовы? Добрый день. So before we start, I just wanted to give you an update. До того, как мы начнем, хочу вам сказать. Geshe Michael's fine. Geshe Michael все хорошо. Мы думаем, что антибиотик, который он принимал, не работает. He feels, and Sarani, who's been taking care of him, feels Он и they better go Сурани, and check it out. они And думают, they're что taking him to the они doctor right now. поедут лучше и проверят, There правильно ли may они be все a делают. gallbladder infection, which has been an ongoing minor issue. Это какая-то But инфекция. believe me, everything is fine. Но просто And поверьте, I что все think you need хорошо. to rest assured that I felt strongly the other day И я that очень it was четко such ощущаю, a crashing moment. был очень такой That we have to get ready. момент All of us. It's not just about, непостоянства. it's about Именно us. нужно всем We have to подготовиться. get Это ready. про нас. Нам нужно And I подготовиться. think that was maybe truly one of the beautiful lessons for me. И я думаю, что это был один из that he очень was красивых teaching уроков us, для меня, что for он me нас especially. обучает But what would этому. be the antidote for us? And Чем будет I являться think we антидот could для нас? just Я думаю, take что a мы можем short meditation, 5-minute meditation on, сделать просто I think, пятиминутную rejoicing медитацию about Geshe Michael's радости, extraordinary way of bringing these beautiful teachings into the world. то, как Geshe Michael потрясающе эти учения привносит в мир, и то, что он дает нам очень глубокое понимание с примерами ручки, двумя мужьями. Подумайте обо всех подарках, которые он нам дал на этой неделе. Это невероятно, сколько мы можем взять домой и радоваться. Я думаю, что если мы просто пару минут порадуемся последним 10 дней, что случилось за последние 10 дней, что он для вас лично дал, что вы можете взять домой. И порадоваться этому, потому что вы не тот же самый человек, который 10 дней назад сюда приехал, вы другой человек. И вы заметите это через какое-то время, но я думаю, что это будет подарок для него. Несколько минут посидеть и подумать о том, что мы получили, что мы выучили эти глубокие принципы, и мы можем увидеть и изменить свою жизнь и наш мир. И в конце пожелайте ему хорошего здоровья. Отправьте ему свои хорошие семена здоровья. Давайте просто несколько минут сделаем. Я думаю, это будет подарок, который мы можем дать. Наш подарок нашей практике. So we're at the final ACI class. It's called Correct View. Мы на последнем занятии ACI, это называется «Правильное мировоззрение». Я быстро прочитал заметки. And Geshe really spoke on all the points already. Гешела уже рассказал главные вещи, я просто еще раз пройдем через них. Мы уже поговорили про многие вещи, которые мы говорим в этом занятии. Только 2 вопроса в этой домашней работе. Всего лишь 2 осталось. Можете сделать прямо в автобусе их. В процессе правильного мировоззрения, что такое правильное мировоззрение? Mark did it. He just had to do this. Просто вот так вот нужно сделать. Понимание, откуда вещи происходят. To see things. I mean, actually, the principle is to see that things are coming from you. Главный принцип — это видеть, что все вещи происходят из вас. Хорошие, плохие, нечестные и красивые, хорошие вещи, все происходит из вас.
we understand this idea, понимаем correct, эту of the идею two realities. We know the pen. We know двух реальностей. the whole Мы story знаем of the pen ручку, is мы really знаем expressing историю the ручки. simultaneous realities in the same space, right? Мы на самом So деле when we видим teach in две ACI реальности. or when you teach in Две реальности ACI the происходят в pen, одно и то же время. you Когда get to this учитель place, объясняет right, ручку, то вы where the puppy comes into the room доходите до того and места, they где take собака the приходит pen в and they chew комнату, on it. And жует that эту ручку. moment, И в we этот say момент in мы говорим, DCI что language, who's right? Is the на pen языке DCI, a кто pen прав? or is it a chew Это toy? ручка или это игрушка? And usually people get it and say, well, both are right. Люди говорят There are two оба. realities Две coexisting in the same реальности space. взаимосуществуют But there are в одно more и то than же two время. realities Но на coexisting самом in the деле same есть space. But больше, the чем две example of the реальности. pen and the chew toy С примером ручки и is игрушки really a beautiful metaphor это to прекрасная understand that метафора, чтобы simultaneously понять, как синхронно these в two одно и levels то of же reality время are coexisting два all the уровня time. реальности сосуществуют вместе. Всегда. What about other realms? Что насчет других You know, we know these realms exist. We have to kind of maybe сферах? trust the scripture. Мы знаем, что right? существуют другие you know, миры, и мы как бы доверяем I remember Писанию. people in Я three-year помню, что retreat в coming to трехлетнем me and saying, ретрите люди говорили, I went to the form realm. My God, я that was incredible. правда my дошел mind was in до the form сферы realm for a форм. while. It was really Мое cool. сознание было в сфере форм. Было But unless you have a прикольно. valid perception of Но that, пока у вас нету it has to be taken what? вот этого четкого видения You know, этого. okay, we believe that the Мы scriptures are saying верим, there are что other realms Писания that are говорят, что есть coexisting другие сферы. simultaneously. Они существуют в одно и то же время. Even the state of nirvana. Даже состояние нирваны, Even the state of nirvana даже would состояние be нирваны. any of you who could be Любой из undercover вас, arhats кто был бы would be directly архатом под experiencing прикрытием, the whole room and the environment сейчас and вся all the beings in комната, this room вы in a бы ощущали, completely что different perceptual reality. вы бы видели совершенно другую реальность сейчас. It's not somewhere else, in other Это words. не It's где-то here in еще, this это very прямо space, здесь, в этом пространстве, simultaneously. синхронно в одно и то же время. У нас просто нет семян, чтобы Maybe увидеть, что это you do. возможно. I'm just Возможно, у вас speaking есть, а я просто myself. говорю о себе сейчас. And so these two truths, И есть are две we- правды. you know, are we in a sense stuck in the conventional truth, or what we labeled the other day as deceptive truth? Это We're то, что being мы видим, forced это pretty much обманчивая on a реальность. daily basis Она- to experience the Это world то, что this way. заставляет нас видеть Pretty эту much. I mean, реальность. you know, you have intellectual У perceptions вас of есть this, right? интеллектуальное I восприятие. mean, the whole point of what we're teaching about emptiness И is смысл того, to что мы обучаем в intellectually, пустоте, on our это highest интеллектуально level, понять and any of the schools на levels высшем to уровне, get those seeds to be приобрести все proactively семена, reminding чтобы ourselves that we're stuck постоянно in this напоминать reality. себе, что мы We have to застряли в этой continue to реальности. remind Нам ourselves нужно постоянно during напоминать every себе event during a в течение so-called normal day that обычного the дня world is totally not doing this. о It's том, coming что this way. мир происходит из меня. And when we study emptiness in Когда мы the изучаем Buddhist пустоту systems, в буддистской системе, one thing Geshe Michael reminded то, о us чем that Geshe the Michael more we нам hear this напоминает, pen, the more о том, we что чем больше мы understand in meditation слышим and we про ручку, analyze чем больше мы emptiness, понимаем the в more we медитации, study, когда мы анализируем, чем больше мы the изучаем, quality of those seeds prevents us from качество what? семян защищает нас от чего? Yes, going to the lower От realms, того, чтобы не попасть в низшие not taking a миры, rebirth in a lower не realm. перерождаться в низших сферах. And that's a remarkable gift. И это If we очень really значимый get our подарок. hands and our heads around reality Если мы and действительно the pen, поймем and understand these ultimate two realities, ultimate and conventional or deceptive reality, constantly абсолютную working и in our обманчивую mind. реальность, что они постоянно работают в нашем сознании, мы делаем вот это вот больше, чем вот это. Но если мы делаем вот это и вот это, We're on the right track. мы на правильном see. пути. And that's where the laboratory of life kicks in, and we begin
Это то, где практика жизни начинается в так называемой ежедневной рутине с семьей, пробками, работой, запорами. Все, что нам нужно, это помнить об этом. И ловить свое сознание, может быть, 3000, 5000 раз в день. Но есть возможность того, что мы можем действительно... Иногда нам нужно вот так вот. Это как будто вы в зале занимаетесь. Я тренирую себя, я не дам этой эмоции превзойти меня. Мы всегда стараемся нейтрализировать вот эти эмоции, мы всегда стараемся нейтрализировать слишком сильные эмоции, которые заставляют нас воспринимать мир неправильным образом. И таким образом эти эмоции заставляют нас видеть больше страданий в будущем. Если мы могли бы действительно понять ручку, и мы поговорим об условии семени, которое нужно посадить, чтобы на самом деле увидеть пустоту напрямую, на этом занятии поговорим. Некоторые из вас меня спросили об этом сегодня. И тогда у нас будет такая подушка безопасности, с чем мы можем пойти в мир, такая очень четкая карта, как себя вести. В общем, такая карта. Я стал читать газеты много. Есть радиостанция определенная, где вроде бы такие непредвзятые новости. Но когда я слушаю какие-либо новости про там Белый дом, у меня есть ощущение, что мне нужно услышать последнюю вот движуху, что происходит в мире Трампа. И я понимаю, что это просто... Это почти сплетни. Теперь я это называю шоу абсолютной реальности. Это на самом деле шоу реальности, и я хочу развлечения вот этого. Вместо того, чтобы понять, что происходит в нашей стране. То есть мне нравится само вот это развлечение. То есть я обдуряю себя, думая, что я хочу знать, что на самом деле происходит в стране, хотя на самом деле я просто ищу развлечения, какой-то драмы, каких-то шокирующих эмоций. Вас что-то развлекает, вам что-то нравится или нет. Возможно, мой тест сегодня это, когда я буду ехать в Феникс, я не включу радио. И, возможно, буду вместо этого слушать Geshe Майкла, DCI 7. Это моя борьба. Как вот перевернуть это восприятие? Сколько раз я могу слышать про какие-то отчеты, выборы 2016 года. Могу ли я изменить эту привычку и сказать, хорошо, давайте послушаем просто DCI 7 и понять то, чему обучает нас Geshe Майкл. Это моя такая борьба. Не тратить ни одной минуты своего времени на вот это дерьмо, которое стимулирует наше сознание. Даже на заправке вы видите вот это маленькое видеоэкран, где вам показывают, что нужно помыть машину бесплатно. То есть очень много стимуляций в этом мире постоянно. Весь процесс, он вот таким образом, чтобы вы продолжали думать таким образом, оставаться в обманчивой реальности.
Diamond Mountain is kind of beautiful. И Diamond Mountain — это прекрасное место, и Connie и я думаем, что это не очень хорошо, что у нас есть интернет в домиках. The seduction is there to go online and watch something that is not relevant to what your retreat is all about. Вам хочется зайти в интернет, посмотреть, что в интернете. И если мы делаем ретрит, то мы, конечно, выключаем интернет. When you see the direct perception of Когда вы emptiness видите for 20 пустоту minutes, напрямую на 20 минут, everything you've done up to the point of seeing emptiness has contributed to that direct все, perception. что вы сделали до этого момента, послужило вам почвой для того, чтобы увидеть пустоту напрямую. Все домашние работы, все контрольные работы, все экзамены, все медитации, часы медитации, которые вы посвятили. Все это факторы, которые помогают вам на тонком и не на таком тонком уровне, чтобы увидеть пустоту напрямую, увидеть высшую реальность. И мы не видим это, когда мы просто делаем эту работу подготовительно. Я могу вести дневник, сколько я медитации провел за месяц, или сколько я прослушал уроков, или провел уроков. Вот это вот... Я говорю, что когда мы делаем саму практику, мы не испытываем никаких радикальных изменений. Но другой личный опыт, мы это называем такая бросательная карма, все раскрывается очень быстро, и в некоторых областях жизни это проходит очень быстро. Выйти замуж, родить ребенка, развестись, получить лучшую работу, родить ребенка. Эта карма вдруг очень быстро всходит. И часто я думаю, что вам нужно этого ожидать на каком-то уровне вашей практики. И честность хорошей практики медитации — это 5 дней такой тяжелой борьбы, и на 6-й у вас будут какие-то потрясающие несколько минут из-за того, какие семена вы посадили. Вы создали это благодаря своей мотивации остаться на подушке 50 минут, или 15 минут вы провели в медитации, 8 минут у вас был хороший фокус на объекте, это было сложно, и потом в тот день, в который вы меньше всего это ожидаете, вы садитесь на подушку, и, может быть, вам не хочется, и вы садитесь, и что-то вдруг открывается в вашем сердце, и вы видите что-то невероятно прекрасное. Это может быть не прямое восприятие, но это может быть глубина понимания восприятия пустоты или зависимого происхождения. Это то, где вот эта тяжелая работа нужна. Если вы попробуете вот эту морковку, абсолютную морковку, это то, что вас привлекает на пути, и вы думаете, это того стоит, это стоит вот этих часов. Это невероятно приятная вещь, тогда становится эта практика. Вам нужно сбалансировать себя, чтобы пойти быстрее и глубже. В моей жизни с медитацией это все еще состоит из 20 такой тяжелой работы, где после 20 минут я наконец-то дохожу до того уровня, где у меня есть какое-то четкое восприятие. Если вы хотите увидеть пустоту напрямую, не менее 1 часа в день, не меньше 6 дней в неделю, это то, как это должно быть. 15 минут. То, что мы обучаем в DCI, 15 минут медитации, это просто, чтобы людей привлечь. Но DCI 7 для тех, кто уже вырос, и мы говорим, что хорошо, у вас уже есть финансовая независимость, отношения, здоровье, и теперь вот что вам нужно делать. Это час или более в день. И это не включает вашу йогу.
Yoga is the perfect complement. Йога — это такой как бы комплимент к вашей медитации. Esoteric systems like Tai Chi or Qigong or Aikido, where you're really moving chi and you're really feeling в йоге вы двигаете вот эту энергию прану и трансформируете свое тонкое тело, и это очень существенно для медитации, для того, чтобы быстро войти в глубокую медитацию. Это реальность того, что нужно делать для того, чтобы увидеть пустоту, или подготовительные этапы для того, чтобы ее увидеть. Но если у вас есть непрямое восприятие высокого уровня реальности, понимание школ, которые объясняют пустоту, то вы на пути. И многим людям понравились вот 6 вкусов пустоты. Это очень хороший вход в поток, чтобы почувствовать вот эту пустоту, как разные школы ее объясняют. Послушайте эти учения. Я думаю, что есть одна основная практика ACI. В 1998 году в Калифорнии я там был, и это онлайн. Послушайте эту запись. Потрясающий урок напоминает нам о разных школах и вкусах пустоты. Мы все время делаем 1, потом 5, потом 3, но мы постоянно это делаем, мы занимаемся, мы используем свое восприятие, логики, понимание пустоты, чтобы пойти выше и глубже. И потом садимся на подушку для медитации. Не оставляйте это просто в голове, пустите это дальше, чтобы проанализировать через медитацию. И сейчас занятие про мое и меня — это потрясающая возможность для того, чтобы начать делать медитацию на меня и мое. Не смотрите на... поищите, где это я, где... Используйте дедукцию, найдите, где этого нет, идите обратно. Я — это мои пальцы, я — это мои глаза, я — это мое сознание. Где я? Где мое? Это потрясающая медитация на пустоту. И будьте терпеливы. Это даст вам возможность пойти глубже в одноточечную концентрацию. Какая другая сторона монеты пустоты? Какая другая сторона? Зависимое происхождение. Нам нужно обучиться карме. И реализации кармы также равны целой вот этой упаковке получения осознания, высокого осознания пустоты. Кто из вас не слышал про 2 мужей на кухне? Один. Oh my God, you all have. Okay. I think we should still do it. Я думаю, что нам нужно все равно это сделать. We should still do it. Yeah. Not yet. Не сейчас, I'll get ready in a minute. But я подготовлюсь через минуту. When I heard it когда я услышала это в Сингапуре, когда я вышла из ретрита, я думала, что это просто гений придумал. Это очень запоминающееся. Это огромная перспектива для меня. Мы были также в Бейджине, в Китае, там было 280 сотен людей. Нет, 280 людей.
было One of them невероятно. was like this renowned scholar who had written books, like 28 books on один человек, который He got up onto the такой roster, and it was профессор, just pain. He spoke for like an hour. он дал лекцию где-то на час, и Стэнли пытался переводить. Была очень такая абстрактная лекция, было сложно понять. И потом Geshe Майкл поднялся на сцену и рассказал про двух мужей на кухне. 280 человек. И я помню, что вот эти лица вот этих двух профессоров, что о чем он говорит. And it was so beautiful. It was a moment where I think the audience kind of like я думаю, got что relaxed and эта started аудитория расслабилась, и был очень прекрасный урок понимать, что есть столько способов, как передать зависимое происхождение и пустоту. Я не говорю, что один правильный, а другой нет. Но это было подтверждение того, что люди поняли двух мужей и реальность, и сложность этой пустоты, как через зависимое происхождение, кармы. Это все на кухне. И для меня это то, почему это стоит сделать так много раз. Объяснять это так много раз. Хорошие новости в том, что все из нас в комнате, у всех есть возможность увидеть пустоту напрямую. Еще хорошие новости в том, что вам нужно иметь очень хороший, большой банк хороших семян, чтобы это сделать. И это потрясающе. Вам нужно иметь заслуги. Вам нужно иметь какое-то членство в какой-то United Airlines, когда вас на машине везут с одного самолета в другой. Вот такая карма, настолько это дорого. Я думаю, что вы в комнате, поэтому кармические семена здесь. Может ли Будда видеть пустоту напрямую и в одно и то же время? Да, они могут видеть пустоту напрямую. Они всегда ее видят, каждый момент синхронно. Пока они всезнающие. Let's see, who needs us in Phoenix on Easter Sunday? Some kid is crying because the Easter egg that they got in chocolate wasn't their favorite. Появиться перед каким-то ребенком на Пасху, которому не достался шоколадный заяц. Oh my God, you know, there's so many people having dinner alone. И есть столько людей, которые одиноки, и они могут послать им части себя, и это такая потрясающая идея. Другие две части Будды, это одна из них тело Будды, которое может эманировать на любых планетах в любое время и отправить самую лучшую форму какого-то человека к вам. Например, какой-то очень сильный ветер Diamond Mountain. Или какую маленькую свинку, который пройдет мимо вашего домика. The other day there was beautiful rain at 4 a.m. in the morning. I thought it was gorgeous. The moon coming up here the other day. Луна была какая-то потрясающая. Есть хорошие вещи. Также Будда могут приходить некрасивыми способами, неприятными. Равность вот этой кармы. Будда может появиться и действительно создать трагедию, так называемая кажущаяся трагедия, как развод или еще что-то. Люди говорят, что после 5 лет после развода, да, люди осознают, что какой был потрясающий партнер, и что если бы не было этого развода, что что-то не поменялось бы. Я так его ненавидела, мы ненавидели друг друга, но в то же самое время он знал, что мне нужно пойти дальше,
Это не всегда в каких-то красивых подарочных упаковках. Неприятные вещи происходят, и держать вот это мировоззрение, это очень важно в этих моментах. Настоящее тест — это когда вас тестируют на таких уровнях. Это очень существенно, когда семена раскрываются и очищаются для того, чтобы продвинуть вас в более счастливое состояние. Мы говорим, что 1 час в день, включая подготовку, мы делали очень красивую практику подготовки к медитации здесь. Это может быть как бы разогрев, но это также очень-очень мощные семена. Когда вы приносите учителя перед собой, вы ускоряете свой прогресс. Это номер 1. Второе, то, что идет с медитацией, это ваш аспект медитации. Как служить, как найти место, идеальное место служения. Diamond Mountain — это отличное место для служения. Я всегда думаю о кармических партнерах, что они находятся на определенных уровнях. Раньше я служил моя компания каждую пятницу, моя организация была принята по пятницам ходить в дома, в которых люди не могут обслуживать себя, и там готовить им, убирать их дома. Было очень прекрасно. Мы видели вот эту грусть одиноких людей в маленьких квартирах в Нью-Йорке, просто выживание вот на нитке, потому что им нужно поддерживать свои семьи, и они даже не могут заботиться о себе, потому что нет денег. Это была очень красивая вещь, которую я работала постоянно. У меня не было времени делать чего-то больше, но я думала, что это очень было неплохо. Это то, что вас раскрывает ваше сердце, и это понимание страдания. У многих из вас уже есть это. Вы уже служите людям. Вы можете обучать, как служить, потому что это то, кто вы. Вы знаете, что вам нужно служить, вы уже это понимаете, вам нужно это. Это просто, это очень существенно для жизни, это для того, чтобы жить. И, кстати, вы также создаете семена для здоровья, ментального и физического. Но служение — это классно. Geshe я был человеком, который просто жил в Нью-Йорке. И он меня спас. Я не просто... Как Мария говорила, что я не хотел обучаться или учить буддизм. У меня была очень классная жизнь, у меня была хорошая жизнь, интересная. У меня был пентхаус, и очень хорошая работа, я летал по всему миру, у меня был прекрасный партнер. Вот такие вот. Я никогда не ездил на метро, всегда на такси. Время. Okay. 15, please. Okay. Anyway, long story short, короче говоря, я не был счастлив. Когда я столкнулся с Geshe Майклом, он как бы знал это, он видел это. Я знал это, но я не хотел это подтверждать. Он просто отразил это в моем сердце очень глубоко. Это было то, чего не было в моей жизни. Мое страдание, я его отрицал.
И через 2 года я уволился с работы и стал работать в ACI. Это самый важный объект ACI в моей жизни. И, конечно, Geshe Майкл. И мне очень повезло иметь вот такую карму, она раскрылась и радикально изменила мою жизнь за несколько месяцев. Вся парадигма моей жизни изменилась, и я никогда не смотрел назад, я никогда не оглядывался, я был очень благодарен. И каждый из вас делает что-то подобное. Пожалуйста, не останавливайтесь, пожалуйста, посвящайте и работайте. 3 драгоценности. Вот этот человек и его партнер сделали 3 драгоценности одной из самых центром медитации, который очень популярен, и они платят, то есть это 1000 людям помогают, учат медитации, ACI, йоги. Стивен, спасибо. Возможно, через 3 года вы будете обучать там. Возможно, у вас получится именно там обучать в будущем. Изучайте, изучайте, изучайте. Вам нужно продолжать обучаться. Это номер 4. Let's do the 2 husbands. Давайте сделаем 2 мужей. So we're going to teach you 2 husbands and talk about dependent origination, the Мы поговорим о 2 мужьях, о зависимом происхождении, кармических взаимосвязях. Мы сделаем это очень быстро. Peter. Maybe not. Seiji. Who? Yeah, Maria, come. So Jenny's my kid. Jenny мой Luke is my ребенок. kid. Люка мой ребенок. Okay, we set it up this way. I'm a working mom. Я женщина, liberated которая new woman of the работает. 21st И century. я женщина 21 века. You know, birth control didn't work for me. Для меня не работали In противозачаточные. any event, you know, being liberated woman means pretty much basically my husband stays at home Свободная most of the женщина time. означает, He что makes a little money, but essentially I мой take муж care of the работает, kids. но так, I немного. bring home the Я забочусь о financial детях, support я to pay the bills. плачу по счетам, зарабатываю And I деньги. cook. И я I mean, также it's a full готовлю. 20-hour day. Это 20 часов в день. And so that's my life. Это But моя I'm жизнь. happy. Но я And счастлива. I'm exhausted. И я также очень устала. And the setup today is that my boss called me in Мой today, босс and she said, мне сегодня "Be позвонил и ready сказал, tomorrow пожалуйста, at завтра 6:30 in the в morning. 6:30 Come to the приди, office. You better not be late, не опаздывай, because we have an important потому что у meeting нас with a очень new важная client встреча who's с новым based in клиентом, Los Angeles. который I'm in Guangzhou. живет в Лос-Анджелесе, а я из Гуанчжоу. I say, okay, I'll be there. Like Я говорю, a brand хорошо, new я там client буду. could change the business for the fiscal Новый year клиент, который 2020. может изменить весь So what do I do? бизнес. Well, first I got to get the Что kids я ready. делаю? So Во-первых, мне I'm нужно going to сделать go так, to чтобы the дети kids' подготовились. room. They're back from school. Hi kids, how are you? Говорю, привет, дети, как дела? You good? How was school? Все хорошо? Yeah. Все хорошо в школе? How's your grades today? Как Did you оценки? have a test? Тест писать. Okay, listen. Mommy's got an Слушайте. important meeting tomorrow. Мама очень I завтра want you to listen. Put everything важное away. Take that laptop away. собеседование, встреча. So Слушайте, mommy has got to be at the office мамочке at 6:30. нужно быть в You need to be 6:30 dressed в and ready офисе. for school by 6 В a.m. 6 I'm gonna утра set the alarm вам in your нужно room. I'm быть gonna come into готовым your к room, школе, уже and you одетыми, promise to be ready. подготовиться, все уроки сделаны. promise. Вы обещаете, Your homework's going to be done. домашняя работа All right, будет сделана. good. Да, хорошо. All right.
Okay, so, I make the husband happy that night, and сделала мужа счастливым в той ночи. Even I made him dinner, И несмотря на то, что я приготовила ему ужин, everything's cool on that side. Все хорошо. I wake up at 6. Я проснулась в 6, 5:30. And I go into the kids' rooms. Я Hi, захожу kids. в Are you комнату, ready? говорю, вы готовы? They're having a pillow fight. Они дерутся подушками. Дети, что вы делаете? What are you doing? I told you yesterday. What did I tell you? Я вчера вам что сказала? Вы должны были быть готовы с домашними работами, одеждой. Вы самые глупые дети в Гуанчжоу. My God. What do I do? Что же мне I get делать? to work, we Я cut the прихожу на deal, работу, the все client получается. loved it. He loved the presentation I Клиент made. покупает, I'm ему like понравилась really happy about презентация, я that. очень рада. I'm exhausted. Я очень I go, устала. I Я thought, I'll make some nice dinner for my Я husband and думаю, my приду family. домой, I приготовлю go to the вкусный ужин. store, I'm going to make some sushi from scratch and Я maybe приготовлю some суши, tofu. And может быть, we'll там have a тофу. beautiful dinner. У нас And I будет очень just вкусный want to ужин. spend some time with И я him. просто I хочу just want a немножко hug. I just am обнять so мужа. И tired. так устала, I just хочу want him to просто hold me. время провести с мужем. So Просто I хочу go объять. shopping and I drag my stuff in. And Я иду в I'm pretty магазин, much ready to несу open the продукты door. And I'm обратно. just thinking, Я can't хочу wait to открыть see дверь и him. думаю, He's блин, been очень so хочу good увидеть мужа. up to now. And I just want a hug. Просто хочу Hi, обнять. honey, how are you? Говорю, привет, дорогой, как дела? What? Ты глупая, что? What did you say? Что ты сказала? I'm stupid. Я глупая? I didn't do anything. Я же ничего не He's calling me сделала. stupid. I just went shopping to buy this whole beautiful dinner. I Я was только coming in and приехала just с wanting a продуктами hug. и хотела объятий. Ты It's not my глупая. fault. Это не моя I didn't вина. do anything. Я I ничего не just сделала. simply wanted Я a beautiful просто night with my husband and my очень kids. хотела ужин с детьми и с мужем. Why did that happen? Почему это What was the произошло? point? They came out of nowhere. He came out of nowhere. Он просто ниоткуда. Why'd you do that to me, honey? Зачем ты это делаешь? Ты глупая. It's not my fault. Это не моя вина. So what just happened? Что только что произошло? Three main things happened. Три Why is вещи there a second произошли. husband in the kitchen? Почему здесь второй муж на кухне? Which husband Какой came from my муж seeds? происходит из моих семян? Вот этот или вот этот? Yeah, Maria came. Well, she's my real husband. I planted that husband. Мария мой настоящий муж. А что насчет вот Which этого? husband is this? Что это за муж? It's not my fault, husband. Это муж, который не моя It's not my вина. fault. Это не моя вина. My God, husband number two, not my fault. But how did that not my Как fault это husband get произошло? into the kitchen? Как муж не моя вина зашел на кухню? Well, no, that's how my real husband got into the kitchen. Это то, как мой настоящий муж зашел на кухню. Но я накричала на прошлой неделе на детей, потому что они были не готовы. Я назвала их глупыми. Привет, дорогой. Ты глупая. You see, so yeah, I planted the seed for Я this посадила husband, семена husband для number one, the мужа blonde, номер один, блондина, to actually, have the moment of what? Resulting, right? Dependent origination. это зависимое происхождение, чтобы он ко мне вернулся. Но что насчет вот этого мужа? Number two husband. Муж номер два. Say what? Yeah, this husband coming this way. Этот муж происходит таким образом. Он не моя вина. Он Without me planting this husband. Okay, 5 minutes. не может 5 минут. So, what is that called? Как это называется? Well, there's a word called the gakcha. Гакча. Say gakcha. Скажите гакча. I'm sure it's one of your 21 words, right? Я уверена, что это один из ваших 21 слова. Гакча — это слово,
это то, от чего пустота пуста. Помните, от чего пустота пуста. Это второй муж, который никогда не мог существовать, никогда не существовал и никогда не будет существовать. Но мы сажаем этого мужа туда. Почему? Потому что мы рождены с ощущением, что мир происходит на нас. И это очень глубоко. И это произошло сегодня, вчера, и столько раз, и будет происходить, пока мы не увидим пустоту напрямую. У нас такая прошивка. Спасибо, мужья, спасибо, дети. Okay, I have 5 minutes. У меня 5 минут. So to wrap it up, that's dependent origination. That's это зависимое происхождение, это пустота, это гакча. Let's see if we're finished with the class. Закончили мы ли мы? Я думаю, что достаточно. Вопросы? Anyone? Yes. I really like how during the lecture you said мне понравилось, как вы сказали, что зависимое происхождение. Но мне не очень понятно этот термин. Что за семена для нас? Видеть эту реальность обманчивой. Что за вещи, которые мы делаем, которые заставляют невежество расти? Бесконечное количество непонимания, бесконечное количество в жизнях. Мы всегда приходим в эту жизнь с семенами из прошлых жизней. Бесконечное количество семян, и они проталкивают вас в следующую жизнь. Мы в этом цикле, когда мы рождены, автоматически, мы уже в этом цикле. Пока, только если вы в прошлой жизни вы не были архатом, и вы могли бы быть перерождены для того, чтобы помочь другим существам, но нас заставляют наши старые семена видеть таким образом. Это вот такой короткий ответ. Но вы здесь, поэтому вы какую-то серьезную работу проделали в прошлом, и у вас есть семена для того, чтобы слышать эти глубокие идеи, поэтому вы должны доверять этому и понимать абсолютную природу всех вещей. Это все, что вам нужно знать на самом деле. Сделаем молитву. Спасибо большое.